Правонабережная. Скоро она изменится до неузнаваемости, конечно же, в лучшую сторону. Здесь сохранится исторический ландшафт с каменными откосами и замками, и одновременно появится много нового. Пешеходная аллея с цветущими деревьями, велодорожка, которую в перспективе продлят к городскому пляжу, места отдыха и фотозоны для туристов и жителей города, удобные спуски к воде, а также фестивальная площадка с фонтанами и маяком. Но давайте я напомню вам ее историю, какой она была, какой запомнится из дней сегодняшних, и, возможно, через пару лет мы будем смотреть это видео и вспоминать, как это все начиналось. Правонабережная – одна из самых протяженных на сегодняшний день гродненских улиц. Впервые улица Правонабережная появляется на картах Гродно в начале XX века, накануне Первой мировой войны. В сентябре 1915 года, когда город был захвачен кайзеровскими войсками, а старый мост взорван, она была обозначена на немецкой карте Гродно как Правая Мельничная улица. Отрезок же берега между Старым мостом и улицей Рыбацкой, начинавшийся от мостика через Городничанку у Старого замка, в тот период был плотно застроен домами горожан, и этот район носил название Подзамче. Как вы все знаете, скоро Правонабережную благоустроят, полностью изменив ее облик. Однако это не первое такое благоустройство в ее истории. К концу 1920-х годов эти дома у подножья Замковой горы были снесены, а к концу 1930-х исчезла деревянная застройка и на берегу Немана у Нового замка. В 1933 году в Гродно широко отмечали 400-летие со дня рождения короля Стефана Батория, поэтому накануне этой знаменательной даты в порядок был приведен не только старый замок, бывшая королевская резиденция Батория, но и берег реки Неман у подножья Замковой горы. Так, в первой половине 1930-х годов набережную замостили брусчаткой. Кое-где она сохранилась до сегодняшнего дня, но во многих местах заросла травой и кустарником. В тот же период на набережной появилась каменная мостовая и ограждение со стороны реки из невысоких бетонных столбиков. С обеих сторон улицы были высажены деревья, которые уже в послевоенное время превратились в красивую, цветущую и тенистую аллею. И, наконец, к 1935 году была построена лестница между старым и новым замками, позже получившая название «Лестница любви». Многие из вас помнят, как она меняла свой облик на протяжении всей истории, а сегодня выглядит вот так. В 1934 году Правонабережная стала называться набережной имени Бронислава Пиратского. Мне нравится, что мостики и знаковые места города имеют название: Швейцарская долина, Лестница любви, Старый и Новый мост. Хорошо бы и Правонабережная в будущем получила свое новое красивое имя. Самыми старыми и выдающимися постройками Правонабережной улицы были легендарная Коложа, Старый и Новый замки, а между Старым и Новым замками находится самый старый мост на территории Беларуси, который был построен еще в XVI столетии – каменный замковый мост. Первоначально настил был деревянным, а в XVIII веке его заменили на каменный, и чтобы не провалился под своим весом, в то же время в опорах построили каменные арки. В начале 2000-х годов проводились исследования моста, в том числе и георадарные, и выяснилось, что опоры на 6, а кое-где на 9 метров заглублены в грунт, то есть большая часть моста находится под землей. А на территории пивоваренного завода с XVII века размещался красивый каменный дворец Огинских, а до его постройки дома Радзивиллов, Сапег, Воловичей и других магнатов, а также богатых горожан. Земля на берегу реки всегда высоко ценилась из-за доступности воды и близости к важнейшей транспортной артерии региона, и на берегу Немана от речки Городничанки до нынешнего железнодорожного моста столетиями существовала плотная усадебная деревянная застройка, которая не сохранилась до сегодняшнего времени. По мнению большинства историков, самый первый мост в Гродно через Неман был построен в 1503 году, а по данным известного гродненского писателя Алексея Карпюка еще раньше, уже в 1392. Позже он неоднократно разрушался, а затем восстанавливался, причем в разных местах. В XIX – начале XX века это был легкий мост на плавучих опорах, который действовал в теплое время года, а в холодные месяцы разбирался, и переправа осуществлялась на пароме. У пристани
парома, где люди подолгу ожидали переправы, шла активная торговля мелким товаром. В 1909 году был открыт капитальный Петровско-Николаевский мост, как он в то время назывался. На месте офисного здания по улице Заводская, 13 в 1824 году была обозначена новая деревянная прачечная над Неманом, госпиталю принадлежавшая. Согласно плану города 1867 года, эта прачечная, представлявшая собой довольно крупное по размерам здание, еще работала, но на карте города 1882 года ее уже не было. Сегодня на берегу Немана у выхода на набережную с лестницу Любви расположен примечательный памятник – каменная ладья на сад, представляющая собой копию древней шахматной фигуры XII века. Она была найдена в 1931 году Юзефом Иатковским в старом Гродненском замке. При раскопках такие ладьи можно было увидеть на Немане в тот период, когда Гродно, тогда носивший название Городень или Городно, был еще совсем молодым городом. Уже в начале 20-го столетия по Неману ходили пароходы. Они осуществляли регулярные рейсы от Гродно до Друзгенек и Каунаса. На берегу Немана в послевоенные годы работал речной вокзал, улица Заводская, 14, в котором имелись кассы, зал ожидания, административные помещения и буфет. Рядом с ним был оборудован причал для речных судов. Здание вокзала появилось еще в начале 1920-х годов. Первоначально в нем размещался военный гребной клуб «Неман». Помимо крупных судов, по Неману во все времена курсировало множество небольших суденышек. Это и рыбацкие челны, и лодки, в которых предприимчивые гродненцы перевозили на другой берег пассажиров, а также катали по Неману влюбленные пары. Любимым способом времяпрепровождения молодежи в то время как раз и было катание по реке на лодках. В 1920-е годы на Немане появились байдарки, и в моду вошли занятия гребным спортом. Байдарки сегодня можно увидеть на реке, только это в основном частный бизнес для развлечения горожан и туристов. С конца 1940-х и до начала 60-х годов правую набережную Немана и лестницу Любви привели в порядок. Высадили деревья, установили скамейки, и этот уголок города стал одним из самых излюбленных мест отдыха и прогулок горожан. В трудные 1990-е годы набережная на время утратила свою популярность, но после реконструкции уже в новом 21 веке ее вновь заполнили жители и туристы нашего старинного города Гродно, а также байкеры, избравшие улицу Правонабережную местом для своих съездов. Скоро Правонабережная изменится до неузнаваемости. Идут общественные обсуждения на тему, как это место будет выглядеть в скором будущем. Набережную благоустроят, появятся кафе, места отдыха и новые атмосферные локации, фонтаны и скамейки. И это замечательно. Появится новая зона отдыха и прогулок. А пока мы наблюдаем тихое спокойствие на улице Правонабережной. И, конечно же, с нетерпением ждем изменений. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Фотографии частично я взяла из своего телеграм-канала, где со мной любезно поделились подписчики. У кого-то это фотографии из личного архива, у кого-то были на компьютере, и я вставила их сюда. Мне кажется, получилось интересно, такой экскурс в историю. Так что, если интересны факты о городе, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Там иногда в комментариях, в обсуждениях, в чате идет такая бурная дискуссия на разные темы. Ну, а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!